Добро пожаловать в гости на канал, с вами Валентина. Я в предыдущем видео делала вот такие интересные заготовочки из полос. Видео есть на канале, но я оставлю вам ссылку и подсказку. Из этих заготовок я буду шить сумку, но подойдет абсолютно любая ткань, какая у вас есть. Можно не делать такую красоту, можно сделать просто аппликацию или сшить просто. Нам понадобится 2 квадрата или 2 прямоугольника. И какой вы формы хотите сшить. Придумайте для себя. У меня немножечко заужен к низу. Размер моей заготовки 50-37, а сам низ 40 сантиметров. Я буквально скосила на 5 сантиметров. Нам понадобится 2 вот таких полосы, примерно 7-10 сантиметров. Здесь не столько важно. Это будет обтачка. Она будет с внутренней стороны пришиваться поверх. И 2 части или 1 часть подкладочной ткани. Я уже пришила карманы на 2 заготовочки. Прошила 2 раза, делая закрепку. Но количество и размер карманов вы определяете сами. И также, куда вы будете их размещать. В центре, сбоку. К одной детали подкладочной ткани я уже пришила обтачку. Я прошила и проложила строчку. Это отстрочка называется. И теперь складываю ко второй детали лицом к лицу, пускаю строчку, выворачиваю и еще раз прокладываю строчку. Так у вас обтачка не будет топорщиться и будет держаться хорошо. Когда вы выкраиваете подкладочную ткань, не обязательно делать размер в размер. Вы вырезаете прямоугольник, но чуть меньше, чем ваша заготовка, потому что у вас будет обтачка. Когда вы пришили обтачку, складываете лицом к лицу и излишки просто отрезаете. Так вы не просчитаетесь. В качестве ручек на джинсовые сумки я использую стропу. Цвет подходит и возиться не надо. Ширина 3,5 см. В магазине цены разные. Это 30 рублей метр, но в соседнем магазине такая же стропа 60 рублей метр. Так что пройдитесь, посмотрите. Длину ручек вы выбираете сами. Это я отрезала 2 штуки по 50 сантиметров. Но есть у меня сумки, где 65 сантиметров. Это с учетом, что вы можете запросто взять в руки или повесить на плечо. Чтобы стропа не крошилась, не лезла, то хвостики надо обработать огоньком. Ручку хоть и отрезала 50 сантиметров, но если вешать на плечо, то немножко маловато. Сделайте 55 или 60 сантиметров. Отмерила с обоих сторон по 14 сантиметров. Закрепила на сантиметра 2-2,5. Фиксируем булавочками, чтобы у нас булавка не мешала, чтобы мы могли свободно прошить. Ну а вообще, когда крепят ручки, расстояние вот это делают одинаковые. И теперь, не делая новые замеры, я положила полотно друг на друга, хвостики почти что выровняла, и теперь по этой ручке, но также выпускаем сколько, 1,5, 2, 3 сантиметра. Выпускаю для того, чтобы вы потом могли еще раз прошить, чтобы ваши ручки хорошо держались. И когда вы крепите ручку, делаете так, чтобы она не была вот так перекрученная. И длина, чтобы была вот именно одинаковая, чтобы у вас не было перепад. 1 сантиметр он очень дает знать при нагрузке. Теперь заготовочки складываем лицо к лицу и проверяем высоту выпущенной ручки и правильно ли мы закололи. Ну а теперь нужно проложить обязательно строчку или 2. Закрепите ручку на 0,5 от края. Но так, чтобы, когда вы прокладывали строчку, пришивая обтачку, чтобы этого шва не было видно. Ручки прошил 2 раза, и теперь мы должны определиться, какая же все-таки у нас будет сумка. Она будет прямая или с дном. Если будет с дном, то вы уголки отрезаете 3 на 3, 4 на 4, 5 на 5, смотря какое вы хотите дно. Если 5 на 5, то глубина будет 10 сантиметров. Чем меньше, то, соответственно, и меньше. И также я вырезала на подкладке. И теперь у нас есть несколько вариантов, как мы будем сшивать. Или мы пришиваем сначала обтачку к сумке поверх, и потом соединяем 2 части вместе. Или по отдельности мы собираем сначала подкладку, складываем лицо к лицу, все прошиваем и делаем уголки. Сумку отдельно также прошиваем и делаем уголки. Потом вставляем друг в друга, и нам остается прошить только по кругу и сделать отстрочку. Не вытаскивая из ручек булавки, я пришила обтачку. Не отрывая нитку, я
Вот так соединила и прошлась еще раз. И теперь я беру и собираю сумку. Разворачиваю. Если хотите, можете сделать еще раз отстрочку здесь поверху или вот именно пройтись по кругу. И теперь складываем лицо к лицу, совмещаем метки. Вот у меня немножечко излишечка, я сейчас ее отрежу, чтобы у нас вот эти швы совпали. И мы прошиваем по кругу, но где-нибудь на подкладочной ткани или сбоку, или внизу мы оставляем отверстие для выворачивания, буквально 10 сантиметров. Перед этим отверстием делаем закрепку, и в начальной строчке после этой технического отверстия мы также делаем закрепку, чтобы мы, когда выворачивали, у нас ничего не поползло. Прошила сумку по кругу, не отрезая нитку. Я просто делала закрепку и переносила на другую сторону. Вот они уголки. Остается только отрезать ниточку. Видите, вот техническое отверстие. Также с ниточкой отрезали, и все. Это и экономия ниток, и лишний раз вам не придется вдевать нитку в иголку. И теперь мы делаем уголки. Мы раздвигаем нашу сумку. Швы желательно сделать их в разутюжку в разные стороны или в разные направления. Если очень грубый шов, допустим, одну вы пускаете в одну сторону, другую пускаете в другую сторону. И вам остается проложить просто строчку, но желательно 2. Если у вас очень сыпучая ткань, пройдитесь оверлоком. Если очень грубая, то вот эти боковые швы пропарьте. Они у вас будут тогда ровно лежать. Прошила уголки, вот так они выглядят. Если вы где-то что-то просчитались, где-то не хватает, эта ткань всегда можно немножечко побольше сделать, просто у вас дно будет чуть больше. И теперь я выворачиваю через отверстие, протягиваем руку в это отверстие, поправляем уголки, смотрим еще раз, правильно мы сделали, мало ли может где-то ткань торчит или еще что-нибудь у нас не так. Также мы выпрямляем подкладку и зашиваем. Зашиваем просто необработанный край, заправляем вовнутрь и пускаем строчку. Потайной шов здесь не нужен. Когда все прошила, еще пустила строчку, сделала отстрочку. И вот такая сумка-то и получилась. Мне даже очень нравится. Я не могу сказать, что она очень тяжелая, потому что из джинсовой ткани. Если у вас самодостаточная обыкновенная ткань, без всяких наворотов, к примеру, вы таких сумок можете нашить очень много и поставить на поток. Такая сумка шьется буквально полчаса. Ну а если вы надумаете их продавать, то это уже сами решаете, что, чего, почем, как вы себя оцениваете, сколько вы тратите времени, сколько стоит ткань и какой у вас покупатель. На этом все. С вами была Валентина. Мы с вами увидимся в следующем видео. Я надеюсь, оно будет творческое. И вот, посмотрите, какая прелесть. Ну все, пока-пока. Не забывайте заходить в гости и писать комментарии, а также подписываться.